Мне Мурат вчера позвонил, говорит, брат Жан, прилетай к нам в Майкоп. Мы с Володей и с Сергеем сидим на природе, готовим мясо. Вот хотим осьминога. Приготовить осьминога в казане. И сегодня я хочу вам показать очень интересный шашлык из баранины, но по очень интересному рецепту. Я думаю, вам понравится. То есть, Серег, ты прям по мясу, прям вот у тебя... Я прям по мясу, я вообще мясной. Я тебя приучу к рыбе. Вот. Вот ты Я уже начал да, приучать. приучил. Я немного. вот, друзья, приглашу, у кого желающие есть, приехать к нам на турбазу Эдельвейс. Мы сварим царскую уху, и кто рыбу еще не любит, я думаю, после моей царской ухи все полюбят рыбу. И я думаю, с похмелья никогда никто не будет болеть после этой царской ухи. Не болейте, будьте здоровы, а мы пойдем готовиться к ужину. Приступим. Давайте. Сейчас мы его помоем. Офигеть, посмотрите, что это за тигр, друзья. Сейчас его сварим, замаринуем и будем готовить его в казане с овощами тушить. Будет просто бомба, друзья. А рецепт, как я вам всем говорю, то, что доктор прописал. Все, пускай полежит, пораспределяется. Потом мы его помоем, зальем казан воды и будем варить уже. Что с ним будем делать? Ну что, готовить, отваривать сейчас его будем. Отрежу голову, нальем водички и в казан будем отваривать 2-2,5 часа. Когда распотрошим, за голову в кипящую воду опускаешь, у него вот эти щупальца, они вот так вот сворачиваются, и все так и собираются, скукоживаются. Ну. Потом мы его учищаем, вот эту пленку, она уже будет Но с него она уже нормально с него очистится. Ну ты хочешь сказать, что голову не отрезать, а распотрошить мне с головой это? Потроха вытащить, зуб вытащить. Алексей, на каком этапе? Ну что, потрошим его, с головы удаляем вот эти все внутренности, удаляем пищевод, пока вода в казане нагревается. Вчера отправил сушилку. Ну что, Володя уже разжег мангал, приступим. Первым делом мне надо очистить лишние жиры, ну как бы всю грязь обрежем отсюда. Так, давай я тебе помогу тогда тоже. Да. Что мне порезать? Что ты хочешь помочь? Могу. Здесь, Мурат, смотри, для этого маринада мне понадобится вино, мне понадобится лук и мне понадобится помидор. Сейчас ты увидишь, что я буду делать. Лук порежь полукольца. Вот, 2 штуки будет достаточно.
И помидор можешь порезать просто пополам. Понял? Давай. Все твоя работа. А я пока займусь ногой. Вот так на две части, да, Серега? Да. Давай это собачки. Володь, пока ты для своего мяса уголь разжигаешь, пойдем мне поможешь. Давай, что Да. тебе, подержать? Вот этого дикого Зверя. Саховского моря. Так, Саховского моря. Вот за это голову. Чудовище. Ох. Друзья, вода закипела, На 20 секунд. чтобы... Руки. Подожди, опусти 20, до 20 сосчитай. Чтобы почистить вот эту слизь. Вот сейчас вынимай его. И еще. Распределение, да, вот видите, смотрите, уже Подожди. красота получается. Еще раз опускай, также 20 секунд держи. Ох, как он закрутил свои щупальца. Да. Красота. А цвет как поменял. Ну, я думал, каждый поменяет в кипятке посидеть. Да. Ну что, на распределение сейчас. Сейчас возьми за щупальцу, голову тоже опусти. Он покраснел от стыда. Кипяток. Ах, бля, горячий. Ну, положь, пусть остынет, пока не торопимся же. Да, Нет, не, сюда. Не торопимся, сейчас пускай на распределении полежит. Вот. Вот он уже, Вот видишь, какая какой красота. красавчик. Сейчас мы, Лех, ему пленку вот эту почистим, да? Да, пленку почистим. А и сейчас уже будет вариться, сниматься да, легко. вот так легко. Сейчас, так вот все. Вот так вот пальчик хлоп. Вот так вот. Вот так вот все будет отделяться. Друзья, вот это вся слизь. Сейчас мы его почистим. Сейчас он остынет, распределится пускай. Там единственное, только со стороны щупалец шкуру не обдирай. А Видишь, ты он все оторвал. Ну, ладно. Оторвал сейчас. Ну а тем временем Алексей массирует щупальца осьминога. Как массаж. Алексей, для чего это делается? Ну, чтобы он помягче был, понежнее. Алексей, что в общем добавляешь? Рассказываю все секреты. Укладываю в канзан соль, лавровый лист, душистый перец и черный перец. Вода закипает и укладываем осьминога. Перед тем, как укладываем, наливаем белое сухое вино, лимон и чеснок. Алексей, сколько времени будет вариться? Часа два, наверное. 5 детей, 5. 2 внуков. Вот, гордитесь, страна. Вот хозяйственный мужик, блин, на все руки мастер.
и стол помоет, и постирает, и женщину, и детей, 5 детей воспитал. Так что равнение, вот, Володя Волоха. Видите, и стол помоет, все чистенько, все культурненько. Сейчас мы тряпкой вытрем. Ух, вода закипела. У Володи самый процесс идет. Чего, парни? У вас уже все замариновано? Да, что ты готовишь? да. Скажи? Да я сделаю просто ребрышки. Чтобы погрызть такие хрустящие на мангале сделаем. Вечером, да? Да, Посидеть, а по душе не поболтать. вечером можно, сейчас прямо из-под По душе поболтать, да, например. ножа сделаем. Я вот думаю, знаешь, чему рад? Вот сейчас с осенью, да, вода градусов 5 будет, да. У нас на Волге, на реке Волги-Матушки, да, начнется ловиться толстолобик дикий, крупный. Я вот думаю, нам всем собраться, поехать, снять контент, особенно с национальной рыбалки. Только за. Володя, ты как? Да я за рыбалку, за любой кивиш. Он же сам рыбак. Нам останется только гаваны купить, чтобы нам курить вот эти гаваны, да. Панама у меня есть. Да, Панама, рыбалка. А Володя, что, мы рыбу поймаем, да, приготовим. Володя ребрышки профессионально сделает, да. Ну, я и рыбу могу сделать. Ну да, наш процесс, самое главное, поймать. Да, да. А потом совместно нам его приготовить профессионально, да? Дикого большого толстолобика. Даже не профессионально, просто душевно. Душевно, да? Так что, друзья, следите осенью. Поедем на серьезную рыбалку с серьезными блюдами. С серьезными людьми. Да, с серьезными людьми на базу Идельвейс к Алексею в Энгельс. А потом мы летим в Дубай, Потом в Дубай. И на так, Тунца, да? да, То есть этим дело не закончится, да? да, да, да. Во Вьетнам приготовим крокодила, да? За любой кипиш, кроме голодовки. Я вот летал во Вьетнам, да, мы с другом заходим в ресторан, все включено. Нам вьетнамцы эти креветок готовят. Я ему говорю, слышь, брат, давай я тебя научу креветок готовить. И мы готовили сами в ресторане. Так что я думаю, у нас есть шанс. Леха, а у тебя что, осьминог-то варится уже? Да, я думаю, у меня вода кипит, а то я засмотрелся, ох, вода кипит. Так, Володя тут уже заканчивает. Алексей, что делаем дальше? Ну что, вода закипела, там душистый перец, черный перец, лавровый лист. Значит, раздавливаем чеснок. Чеснок. Достаточно 5 головочек. Побольше лимона. Ну и в кипящую воду еще сухого вина. Ошпаренного осьминога отправляем в казан часа на 1,5-2. Закрываем сейчас крышечкой и пускай томится. А потом уже будем готовить овощи и осьминога нарезать кольцами и делать красивые блюда. Маринуем. Давайте помогу. Ну, можешь помочь. Сейчас мы солим и обмазываем это все аджикой. Да, просто тут присаливаем немного. Аджик тоже соленый. Ну, а тем временем Володя и Серега начали мариновать ребрышки. Да мариновать это громко сказано. Соль и все. И аджики для остроты. Ну, в принципе, Для хорошей баранины для ничего барашки не надо. не нужно. А зато эти ребрышки, они такие будут зажаристые, хрустящие. Вообще самое вкусное мясо это на кости. Серега, вот смотри, как бы Да, давай. по остроте я обычно вот так вот, ну, по ложечке на ребро, даже будет много. И просто размажешь с обеих сторон. Весь маринад, друзья. С этой стороны не добавляем? Ты все измазал? Да. Ну, Ну, я-то острова не боюсь, поэтому мне нормально. А если кто-то не любит острое, то нам больше достанется. да. Нет, тут такой барашек жирненький. Он будет такой пропитанный, смачный. Здесь маринад. Самый простой рецепт, но в то же время очень вкусный. Ну, давай добавим. еще. Алексей делал массаж осьминогу, а мы делаем массаж барашку. Да. Ну, Леша-то там у него 8-лапый был. А у нас, и он с 2 руки там 8 лап мял.
Все, оставим помариноваться, да? Да, пусть часок полежит. До того момента, пока осьминог будет готов, мы как раз к этому времени уже и наши ребрышки подгоним с твоим У шашлычком. нас еще будут не только ребрышки, еще и будет Да, шашлычок. Шашлычок. Еще Леха вроде нам рыбу хочет пожарить. Ужин у нас будет вообще знатный. Ну все, оставим мариноваться мясо на часок. Все, друзья, через часик встречаемся У мангала. у мангала. Ну что, друзья, час прошел, как осьминог уже томится. Нарезаем сельдерей. Я думаю, этого достаточно будем. И берем соевый соус. Открываем. Смотрите, это чудо. Запах стоит нереальный. Добавляем сюда соевого соуса. 0,5 достаточно. И укладываем в казан сельдерей. Запах уже от сельдерея пошел. И еще на час томиться. Алексей, что дальше делаем? Просто мне хочется узнать, что за рецепт ты сегодня решил показать. То есть помыли, почистили карпа. Сейчас сделаем маринад. А ты пока овощи подготовишь. Лимон, помидоры, петрушку, базилик и укроп. Сейчас мы это все натрем, замаринуем. Для начала сделаем маринад. Так, а мне резать как? Тебе Полукольцами, полукольцами, да. Сахара, соли и паприки. Так эти надрезы делаешь ты для того, чтобы туда что-то поставить? Вот, Да, правильно? лимончик. Сейчас замаринуем вовнутрь. Также помидорчик нарежем сейчас. Лимончика. Помидоры тоже полукольцами, да? Полукольцами, да. Ну что, дошло время и до мяса. Да, давай. Пока Мясо у нас хорошо промариновалось. Леха занимается Думаю, всё осьминогом, я хочу еще помидорки запечь, сделать свой закусончик. Да-да, я помню твой закусончик. Это очень вкусно. Смотрите, мясо уже так изменило структуру. Стало очень мягкое. Что, будем нанизывать? Сейчас пока угли разгораются, я помидоры запеку, а потом уже ты шашлык, я ребра. Посмотри, как от маринада мясо изменилось. Да, томат придал с вином свою кислиночку. Нарежем их уже в готовом состоянии, чтобы они у нас не крутились на 2 шампура одену. Мне очень нравится этот процесс. Нанизывать мясо, резать мясо. Да вообще готовить любит. Готовить. Когда еще для друзей готовишь, вдвойне приятно. Особенно, когда еще в горах. Готовить будем его целиком на садже, да? Да, насажу. Так, режь зелень. Пока я помидоры укладываю. Всю зелень. Ну, базилик, укроп и петрушки. Все перемешай в однородную массу. Пока он полчаса замаринуется, пока разогревается саш. И идем готовить, да, Мурат? Да. Все. Володя, тебе рассказать один секрет. Давай. Обычно на Кавказе, когда шашлычник занимается своим делом,
Ему никто Ему- не мешает? Нет, ему обязательно наливают и приносят рюмку. Да? Мы вроде на Кавказе находимся, да? Ага. Но никто нам ничего не приносит. Если ты не помнишь, я ел... Что там, парни, насчет 50 грамм говорили? Давайте. Теперь я понимаю, мы все-таки на Кавказе. Да. Лимончик. Аж вдохнулось легче. Да. Выпьем за друзей, за взаимопонимание, за здоровье друзей и близких. Давайте. И чтобы друзья почаще встречались. Аминь. За нас, за вас. Алексей, это все, что осталось? Да? Подай ему эту. А может, пока мы отходили, кто-то его съел? Просто уварился. Он уварился. Сейчас мы его нарежем дольками. Друзья, ну что, он сейчас чуть-чуть остынет. Осьминог почти готов. Сейчас, Алексей, то есть ты сейчас вот на такие колечки порежешь, потом дальше что будешь делать? Казан поставим на огонь. Сделаем там овощи тушеные. И туда положим вместо мяса вот этого осьминога. Пока нарезает, друзья, но он уже приготовлен, уже вкусный. Жарим, жарим, парим. Налетай, народ. Красиво выглядит. Шикарно. Разве у тебя по-другому бывает? Володя, что готовим теперь? Сейчас помидор сделаем классную закуску. Мы их запекли на гриле. Шкуру снимем и со специями. Орегано, базилик, соль, перец. Чтобы у нас не только мясо было, но и овощи. Уже в горах Кавказа не можем без овощей. Да, И- да, и- поэтому овощи на гриле это супер. И без мангала. Сереж, скоро шашлычки подойдут? Шашлычки. Еще минут 5-7, и они будут готовы. Запах уже. Я скажу, самый вкусный шашлык из баранины. Серега, что тут у нас? Наш шашлычок уже практически готов. Сейчас мы В горах у вас, Мурат, погода изменчива, да? Ну, конечно. Только чтобы была тишина, поднялся ветер. То дождь, то ветер. Меняться может постоянно. Солим, перчим. Но основная специя это сухой орегано и сухой базилик. Давай, Лех, попробуй. Скажи Я даже свое. не сомневаюсь, что будет вкусно, потому что так аппетитно выглядит. Ну что, друзья, сделано с душою. Очень сочные помидорчики со специями дают неповторимый вкус. Это оригинальная закуска, просто как гарнир к мясу. Я даже мяса не дождусь. Очень вкусные помидорчики. Ты пацанам оставь, давай, короче. Разошелся. Очень вкусно, друзья. Готовьте по этому рецепту. Рекомендую. Реально очень вкусно. Ну все, давай еще пойдем мясо еще пожарим, а то сейчас Мясо, ты, да. Леха, помидоры съест. Что, ты ребрышки будешь готовить, да? Ну да, Серега сейчас освободит мангал. Ты видел так, вот так, чтобы кто-то жарил шашлык? Шашлык готов. Я думаю, пора его уже кушать. Тебе помочь? Помогай, конечно. Присоединяйся. Что ты?
Не хочет? Не хочешь? Заставим. Ну и сделаем последний штрих. Все, наш шашлык готов. Варим хашламу, только не с бараниной, не с мясом, а с осьминогом с Дальнего Востока, с Охотского моря. Шкварчит, друзья, шкварчит. Ну что, сейчас будут готовы ребрышки, и мы сядем все за стол. А следом как раз подойдет и хашлама из осьминога от Лехи Горобца. А еще там и рыбка же будет, да? У нас сегодня вообще что-то праздник живота будет, я чувствую. Уже аппетитно выглядит. Вкусно. Умеешь, когда хочешь. Не врешь? Что я буду врать? Я скажу, от души прям тает во рту, да? Володя тут шикарные ребра зажаривает. Володя, через сколько будет готово? 7 минут. 7. Минут 7? Да. Вот цвет там шикарный. Пища викингов. Пища викингов? Да. Положили овощи в казан, немножко оливкового масла. Ну что, друзья, масло нагрелось, рыба промариновалась. Алексей, Что, майкопских будем карпов зеркальных жарить, да, в саже? давай. Ох. Ну как, парни? Офигенно. Мне очень нравится оно такое, с жилками, с хрящами. Супер. Все видно. Не могу говорить. Это очень вкусно. Жирок с прожилочки такие. Очень сочно. А сверху хрустящая такая кожечка. Правильно, надо заесть это помидором. Запах прям в нос. Вот такую красоту приготовил Алексей. Запах бомба. Все готовят хашламу с курицей, с мясом, с говядиной. А мы сегодня сварили хашламу с дикого осьминога, с Дальнего Востока. Каждый из нас приготовил разные блюда своими руками. Вы все в истории видели. Так что все, готовим стол, пробуем, наверное, дегустируем, да? Да? Серега, арбуз по-акоповски режешь? Именно так. Кто научил, Георг? А? Георг, знает, что такое арбуз? Нет, знает, что такое по-акоповски. Без кожуры.
и красиво поставим на стол. Ты знаешь, что это самая вкусная закуска. Вот такой стол мы сегодня накрыли с друзьями, блогерами в горах Кавказа. Мурат Bon Appetit Life пригласил в гости. Леха Рыбец подъехал из Саратова. Сергей Акопов канал прилетел из Москвы. То, как готовились эти рецепты, вы можете подробно посмотреть у каждого из них на их каналах. А что готовил я, можете посмотреть у меня. Но на этой вкусной ноте мы перейдем к дегустации. С вами не прощаемся. До свидания. До скорых встреч. До новых рецептов. Всем пока.